Приветствую всех, кто смотрит это видео. С вами Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. В этом уроке будем с вами учиться снимать мерки с детского торса. Первая мерка — полуобхват шеи. Обхватываем сантиметровой лентой шею у ее основания. Накладываем вот этот срез на вот эту часть сантиметровой ленты и у еремной впадины замыкаем 35 сантиметров. Полученную мерку делим пополам, записываем то, что у нас получилось в результате вычисления. В моей ситуации 35 делю пополам, получается 17,5. Полуобхват груди второй выкладывается горизонтально через наиболее выступающую точку грудных желез. Палец находится между торсом манекена или торсом ребенка и сантиметровой лентой. Полученная мерочка 62 сантиметра. Полученную мерку делим пополам, записываем. 62 деленное на 2 – 31 сантиметр. Полуобхват талии. На уровне линии талии зрительно на ребенке мы его находим, потому что талия – это самое узкое место торса. Как правило, у детей талия не ярко выраженная, поэтому нужно так, вот приблизительно, где мы отметили резинкой, вот там мы и будем строить нашу талию на чертеже выкройки. Полуобхват талии. Лента сантиметровая располагается горизонтально, так же, как вот эта резинка. По груди горизонтально, по талии, по бедрам. Все горизонтально. Опять палец между манекеном и сантиметровой лентой. Не перетягиваем слишком. 53 сантиметра. Полученную мерку делю пополам, записываю. 53 делю на 2. 26,5. Полуобхват бедер. Можно отметить еще одной резинкой для удобства снятия, смотря какой возраст ребенка. Если ребенок непоседа, то лучше все-таки одеть резиночку. Если ребенок может спокойно постоять, не дергая руками, тогда можно достаточно взрослым, допустим, 10 лет ребенку, 8 лет, то есть он вас поймет, она вас поймет, когда вы к ней обращаетесь, что вот сейчас тебе заколят булавку здесь на уровне бедер, и руками не надо двигать, чтобы не поцарапаться. Буквально там несколько минут. Уровень линии бедер у нас проходит через наиболее выступающие точки ягодиц. Еще один вариант, как не размечая ни булавкой, ни резинкой уровень линии бедер. Вот вы замкнули сейчас сантиметровую ленту, палец держите здесь, а свободный конец, если у вас двухстороннее правильное нанесение на сантиметровой ленте, вы тогда свободным концом от уровня линии талии до уровня линии бедер, до вот этой верхней линии, только по боку, замеряете сразу вторую мерку. Длину бедра. У меня она здесь 9,8. Длина бедра 9,8 сантиметров, а непосредственно обхват бедра 63,2. Вот этот 63,2 мы делим на 2 и получаем половину обхвата, то есть полуобхват. Мне нужен для построения чертежа полуобхват, поэтому все горизонтальные мерки я делю пополам и записываю. Длина бочка. Плотно, максимально высоко в подмышечную впадину заводим линейку. И от верхнего среза линейки вниз по боку до нашей резиночки делаем замер. Это есть наша мерка, нужная нам сейчас, длина бочка. То была длина бедра, а теперь длина бочка. Я беру сантиметровую ленту, прикладываю к верхней линии линейки. Верхняя, нижняя линия. К верхней прикладываю срез
сантиметровой ленты. Натягиваю вертикально до уровня линии талии. Полученную мерку, какая она у меня получается, я записываю в 100% размере. Чуть пониже, 13 сантиметров. Длина бачка 13 сантиметров. Теперь ширина груди вторая. Наша рука с нашим телом образует угол. Вот вершина этого угла нам сейчас нужна. С одной стороны тела ребенка и со второй стороны тела ребенка. Между этими двумя точками, если бы мы снимали мерку ширину груди первую, мы бы натягивали сантиметровую ленту. Но для ширины груди второй, которая нам нужна сейчас, от вот этих точек зрительно мы опускаем перпендикуляр на уровень, где проходят сосковые точки. То есть наши точки, центры груди. Наше плечо, рука, наша вершина, уровень линии груди через наиболее выступающую точку грудных желез. Вот он у нас проходит, линия груди. От вот этой вершины зрительно опускаем перпендикуляр. Вот наша искомая точка для того, чтобы мы могли замерить ширину груди вторую. От одной такой же точки до второй такой же точки. Потренируйтесь, у вас все обязательно получится. Пусть вас это не пугает. Все достаточно просто. Итак, от одной такой точки до второй такой же точки натягиваете горизонтально сантиметровую ленту, полученную мерочку делите пополам, записываете. Ширина груди вторая равна столько-то. Кстати, центр груди надо тоже заколоть. И этого никак не избежать по переду. Можно заколоть вместо такой булавки аккуратно английскую булавку, для того, чтобы потом вы могли по этой точке ориентироваться. 22,5 сантиметра. Эту мерку делю пополам. 22,5. По спине наше тело с нашими руками образует такие же точки. Вот здесь от одной такой точки до второй такой же точки по спине делаем замер. Это у нас мерочка ширина спины. Делим пополам и записываем ту цифру, которая у нас получилась. 25. 25. Ширина плеча, длина рукава, обхват плеча, обхват запястья. Итак, наша рука. Поднимаем нашу руку на плече, нащупываем такую как бы ямочку. Вот эта ямочка нам сейчас очень нужна. До этой ямочки, прям вот на ней, но она у нас округлая, эта ямочка. Вот так, допустим, я сейчас, грубо говоря, вот такая, да, она, только она маленькая здесь. Вот до нее мы будем делать замер. От точки основания шеи сбоку, отсюда, до крайней плечевой точки. Крайняя плечевая и точка основания шеи сбоку. Что это за точка основания шеи сбоку? Вот, допустим, грубо говоря, здесь проходит плечевой шов, вот здесь, а здесь вот так мы только что замеряли обхват шеи. Вот пересечение вот этого обхвата шеи с вот этим плечевым швом происходит в той самой точке, которая нам сейчас нужна. Она называется точка основания шеи сбоку. От нее до крайней плечевой натягиваем сантиметровую ленту, получаем нужную нам мерку ширина плеча. Все аналогично взрослым. Если вы видели, как снимать взрослые мерки, то есть этого вполне на взрослом торсе, этого вполне достаточно. Для ребенка все аналогично. Так, 7 сантиметров ширина плеча. Я, конечно, здесь не могу нащупать никакую ямочку, вот здесь, но приблизительно я останавливаюсь на такой мерке. А если мне нужно платье с длинным рукавом, значит, я никуда не убираю сейчас сантиметровую ленту,
Более того, палец указательный я кладу прямо на крайнюю плечевую точку и опускаю сантиметровую ленту, вот здесь по этой ее части опускаюсь до косточки и даже за нее, то есть ниже, чтобы замерить именно полную длину рукава. Итак, ну вот, допустим, 33 сантиметра, предположим, 33. Если эти 33 находятся вот здесь, мы эти две мерки снимаем сейчас вместе. Из этих 33 нужно вычесть 7. И у нас с вами получится 33 минус 7, 26 сантиметров. 26 сантиметров длина рукава. Обхват плеча, обхват запястья. Заводим ребенку сантиметровую ленту глубоко в подмышечную впадину и снимаем по наиболее широкому участку этот замер. Записываем в полном размере. Ну, здесь на взрослом почти 24 сантиметра, на ребенке то, что у вас получается. Обхват запястья для построения линии низа рукава. Сжимаем кулачок, ребенок сжимает, и по косточкам делаем вот такой обхват сантиметровой лентой. Там, где у нас пересекается срез сантиметровой лентой с ее остатком, вот здесь и есть искомая нами величина. У меня она сейчас 24,6. На ребенке это, естественно, меньше. Здесь, как видите, рук, ладоней, запястья нету. Двигаемся дальше. Центр груди от одной наиболее выпуклой точки грудных желез до второй такой же точки горизонтально натягиваем сантиметровую ленту, полученную мерочку делим пополам. Записываем. Центр груди равен столько-то. У меня здесь 13,2. Центр груди равен 13,2 деленное на 2. 6,6. Следующая мерка. Высота ростка, высота груди и длина талии переда. Эти три мерки мы снимаем блоком, снимаем вместе. Укладываю срез сантиметровой ленты к уровню линии талии. Натягиваю сантиметровую ленту так, чтобы она проходила через наиболее выступающую точку лопаток. И дотягиваю ее до точки основания шеи сбоку, вот сюда. Для того, чтобы не потерялась эта точка, потому что зрительно ее, она никак не выделяется, это не какое-то острие. Просто берете косметический карандаш и перед съемом мерок или вот прежде чем снимать ширину плеча, желательно эту точку нанести. Также можно нанести тем же косметическим карандашом точку крайнюю плечевую. Поехали снимать. Так. 31. Здесь ничего пополам мы не делим. Высота ростка у нас равна 31 сантиметр. Держим палец здесь на 31 сантиметре. Теперь смотрим наперед нашего ребенка. То есть вы ребенка не поворачиваете, это я просто, чтобы перед камерой было. То есть ребенка никак не надо трогать, вы это все увидите. Натягиваю до наиболее выступающей точки грудных желез. 47. Вот из 47 вычитаю только что снятую мерку, предыдущую высоту ростка. И получаю в чистом виде, без погрешностей, мерку высота груди. Из 47 31. Получается 16 сантиметров. Продолжаю все еще держать на 31 сантиметре вот этот указательный палец. Натягиваю сантиметровую ленту до пересечения с уровнем линии талии, с резиночкой нашей.
у меня получается 60 сантиметров 6 миллиметров. 60,6. Эта мерка у нас называется от точки основания шеи сбоку до уровня линии талии, длина талии по переду или длина талии переда. Вот для того, чтобы ее получить максимально точной, без погрешности, чтобы чертеж был правильный, чтобы выкройка была правильной, значит, из вот этих 60,6 я вычитаю самую первую, 31 сантиметр. Теперь длина талии спинки замеряется от 7-го шейного позвонка. Наклоняет ребенок голову, и позвонок, который на позвоночнике наиболее ярко выделяется, от вот этого позвонка до нашей резиночки вертикально натягиваем нашу сантиметровую ленту. Это будет наша мерка длина талии спинки. Следующая мерка высота плеча косая. Наш позвоночник с нашей белой резиночкой с уровнем линии талии образует вот такие две линии. Там, где пересекаются эти две линии, вот эта точка нам сейчас нужна. Вот она приблизительно здесь. От вот этой точки до крайней плечевой точки вот таким образом натягиваю сантиметровую ленту. 31,6. Высота плеча косая. Эта мерка называется. И следующая мерка наклон плеча переда. Снимаются две мерки сразу. Палец никуда сейчас не убираем. И теперь опускаемся до наиболее выступающей точки грудных желез. 47 сантиметров у меня циферка. Вот из этих 47 я вычитаю предыдущую цифру. Сейчас запишу. 47 минус предыдущая мерка, высота плеча косая 31,6 у нас была. И я получаю в чистом виде мерку наклон плеча переда. Проекция еремной впадины, проекция корпуса. К еремной впадине прикладываем линейку, например, вот такую. Вот так. Вот так. Прикладываю вот такую линеечку. И беру какую-то плоскую поверхность, папку-планшет, тетрадь. Ложу ее на плоскость грудных желез. Вот так. И смотрю на цифру, которая у меня получается. 3 сантиметра у меня получается. Или же сантиметровой лентой прикладываем конец сантиметровой ленты к еремной впадине и делаем прямой угол. Нам так или иначе с помощью ленты или с помощью линейки и папки нам нужно сделать здесь прямой угол и посмотреть, где находится острие этого угла. С помощью твердых поверхностей легче понять и сориентироваться. Хотя меня учили вот все делать сантиметровой лентой. Есть вариант работать с линейкой. Так. И, например, вот так. Проекция корпуса. Аналогично строим прямой угол. Так, прикладываем к 7-му шейному. Опускаем на уровень лопаток. Вот так. Есть специальные линейки, по которым вот так вот, одна по другой она ездит и образует прямой угол. Если у вас такие есть, то вот ими можно воспользоваться. Итак, ориентируюсь по деревянной линеечке. Какая цифра у меня получилась? 2 сантиметра 3 миллиметра. Или все той же сантиметровой лентой. Строим прямой угол. Вершина этого прямого угла и есть наша мерка.